Oh shit, I'm sorry. Знаете, я люблю серию игр Crysis, для меня она в какой-то степени является даже родной. Мое знакомство с серией началось именно со второй части. И как же приятно было осознавать, что в 2011 году выйдет новая игра в свет. Верните мне мой 2011 год. Но не менее интересно еще и то, что в этот же самый год слили и бета-версию игры. Ничем особым эта бета-версия не отличалась, поэтому ее рассматривать даже не стоит. Ну разве что кроме множества багов. Довольно необычное время для Crytek. Итак, какой же игрой по итогу получилось, давайте же посмотрим. Действие происходит спустя 3 года после событий первого Крайзиса. Серьезная вспышка неизвестного вируса появилась в Нью-Йорке. Главный герой – американский морпех Алькатрас, который плавал вместе с другими морскими пехотинцами на подводной лодке вдоль Гудзона, но подверглись нападению пришельцев. Вся команда была уничтожена, и Алькатрас был спасен солдатом в костюме по имени Пророк. Чуть позже герой просыпается в нанокостюме, и труп Пророка был найден возле Алькатраса. Рядом с Пророком был пистолет, и теперь Алькатрас должен найти ученого Нейтана Гулда, чтобы победить цефов, то есть тех самых инопланетян. Помимо этого, войска ЦЕЛ будут мешать по пути в лабораторию. После того, как Алькатрас пришел в квартиру Гулда и ему отсканировали костюм, Гулд понимает, что он не Пророк. А для Гулда воспоминания о Пророке раскрываются на мониторе. Расстроенный Гулд объясняет Алькатрасу, что представляют из себя цефы. Чуть позже выясняется, что для победы над цефами вам нужно заглянуть в глубокие слои костюма. И сделать это можно только в корпорации Hargreave Rush, то есть в компании, которая сделала нанокостюм. Но план проваливается, и отряд ЦЕЛ и Алькатраса расходятся по путям. Чуть позже Джейкоб Харгрив связывается с Алькатрасом. После того, как Алькатрас уничтожил многочисленные защитные блоки, называемые копьями, Алькатраса должны были забрать на вертолете. Но он не успевает, и его смывает волной. Через некоторое время морские пехотинцы находят Алькатраса, и среди них даже выживший из подводной лодки Чайна. Вот ведь живой засранец. Затем Харгрив дает задачу добраться до штаб-квартиры Hargreave Rush и проанализировать костюм. Но на Алькатраса нападают солдаты Локхарта, которые не подчиняются приказу не нападать на Пророка. Алькатрас позже прибывает на место гражданской эвакуации. На станции появляется копье, и Харгрив приказывает Алькатрасу войти в него. Он сказал, что это может быть оружием против цефов. И когда с цефами на вокзале было покончено, Гулд связывается с Алькатрасом и просит его найти Джейкоба Харгрива на острове Рузвельта. Но вот так совпадение, и на острове оказывается Локхарт. Харгрив приказывает Алькатрасу убить Локхарта. После смерти Локхарта Алькатрас отправляется в здание Харгрив, но тот предает Алькатраса. Когда ЦЕЛ сканирует костюм и понимает, что его нельзя снять, Харгрив приказывает убить Алькатраса. Но вот так сюрприз, среди ЦЕЛ был двойной агент ЦРУ Тара Стрикленд. Она помогает Алькатрасу сбежать с острова Харгрива. Когда Алькатрас добирается до Харгрива, выясняется, что он находится в капсуле уже в течение 30 лет и может говорить только через устройства и компьютеры. То есть, грубо говоря, он овощ. В результате Алькатрас сбегает с острова Харгрива. После того, как Алькатрас начал приходить в себя на берегу, он нашел Тару и Гулда. Теперь их новой целью является Центральный парк в Нью-Йорке, потому что там находится одна из штаб-квартир цефов. Алькатрас приземляется на вертолете в парке. Его цель – прорвать оборону корабля, проникнуть внутрь и взорвать базу цефов с помощью костюма. После того, как он прорвался через оборону и вошел в корабль, произошел взрыв, и все цефы в Нью-Йорке были уничтожены. В самом конце появляется Пророк и говорит, что он жив и живет в костюме. То есть Алькатрас живет внутри костюма, а Пророк в самом костюме. На этом игра и заканчивается. Ну, сюжет, что я про него могу сказать? Ну, он более-менее нормальный. Да, к нему есть, конечно, парочка вопросов. Например, почему воспоминания Пророка передались Алькатрасу через пистолет, а не через костюм? Что было бы логичнее, так как в конце игры, как мы знаем, Пророк был соединен с самим костюмом. Или откуда у корпорации Hargreave Rush такие технологии, которые могли бы создать такой нанокостюм? В игре также рассказывается, что в этот нанокостюм вшит живой код и он адаптируется. Тогда у меня возникает вопрос, почему Пророка этот же костюм не излечил?
Раз костюм адаптируется, разве он не мог вылечить своего хозяина? Придумать там, не знаю, антивирус какой-нибудь, к примеру. Ведь потом по сюжету Алькатрас заразился спорами, но он смог излечиться, ведь костюм ему в этом помог. Ну ладно, это все мелочи, но меня все-таки интересует другой вопрос. Может ли Алькатрас все-таки разговаривать? Я смотрел множество статей в интернете, где говорилось то, что Алькатрас не может говорить. Но что вы тогда скажете на эту сцену? Где подкрепление? Где подлодка? Что, цепи вырезали вас всех? Не может быть. Гулд на нас рассчитывает. Алькатрас? Так тебя зовут? Алькатрас. Судьба злая тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем. То есть Алькатрас все-таки может разговаривать. Тогда у меня к тебе вопрос, скотина, чё ты молчишь-то на протяжении всей игры? Но в принципе у меня больше нет никаких придирок к сюжету, так что мы можем двигаться дальше к геймплею. Итак, если сравнивать игру с первой частью, то она претерпела довольно серьезные изменения. Во-первых, это касается нанокостюма. Ведь ему заменили удобную менюшку с выбором, какую технологию использовать, на горячие клавиши на клавиатуре. Или геймпаде, как вам будет удобно. То есть, повторю, ее не убрали, но заменили на горячие клавиши. Сделано это было, понятно же, для удобства. И теперь при удержании шифта вы включаете ускорение костюма. При нажатии на кнопку Q вы входите в режим максимальной защиты, а нажатие на кнопку E вы войдете в режим маскировки. Но вот места для силы, к сожалению, тут не нашлось, и вам придется с ним попрощаться. Знаете, за все прохождение игры мне постоянно не хватало самой энергии костюма. Ведь буквально каждая энергия завязана на какой-либо нанотехнологии. Вот казалось бы, ты в режиме маскировки, пытаешься пройти мимо противников, но тебе, к сожалению, допустим, не хватает энергии костюма, и тебя обнаруживают враги. Начинают стрелять, и ты банально даже не можешь убежать от них, так как твоя энергия на нуле. И вот ты наблюдаешь на мониторе, как твои противники стреляют по тебе, ты пытаешься хоть как-то сбежать, а на экране появляется какая-то красная мазня. То есть любое практически твое действие завязано на энергии, что, как по мне, ее просто недостатки. Да, я прекрасно знаю то, что в игре есть прокачка костюма, но она абсолютно бесполезная, типа шутер-механика в игре сделана довольно странно. Я не понимаю, откуда у врагов настолько, море хп. То есть буквально, чтобы завалить врага, вам нужно выпустить чуть ли не полную обойму. И не факт, что после этого будет достаточно. Говоря еще про врагов, искусственный интеллект в игре очень тупой. Прям нереально тупой. Враги буквально стоят прямо перед тобой, а они тупят и даже никак не атакуют. Ругали Alien Colonial Marines за тупой ИИ, а теперь наблюдаем, как в игре 2011 года стоят враги и тупят. Причем интересно то, что в режиме маскировки враги не просто не видят тебя, а притворяются, будто не видят. Они буквально смотрят на главного героя и проходят мимо. В общем, сделано это крайне тупо. А вот с пришельцами ситуация еще более печальная. То есть для того, чтобы их убить, вам нужно желательно заходить к ним за спину. Ведь у них там есть слабая точка. Но вы можете также стрелять им в голову и просто их прикончите. Но блин, прыгают они как орангутаны, а попасть по ним просто... Сучка, стой, блядь, на месте! Также в игре имеются различные виды огнестрела, но странно во всем этом то, что на первой половине игры вам дается на выбор только 3 или 4 оружия. Это стандартный пистолет, скар, филайн и дробовик, а уже во второй половине игры вам открываются все оружия. Почему они так странно расставили оружие, мне так и непонятно. Из всех имбовых оружий мне больше всего приглянулось K-Volt. Он стреляет электрическими шарами, и от их соприкосновения враги замирают на 2 секунды. Ну и также могу посоветовать оружие Филайн, так как это довольно неплохая скорострелка. Само управление в игре сделано довольно неотзывчиво. То вот я банально в тоннель не могу войти, то прицел постоянно начинает шалить. И таких приколов в игре просто уйма. Так что не удивляйтесь, если вы на каком-то этапе умрете, просто потому что Алькатрас не прыгнул куда нужно, или не вошел в поворот, когда это нужно было. Но я должен признать, CryEngine CryEngine, но физика в игре сделана довольно прикольно.
То есть я про физику предметов сейчас говорю. Мы банально можем взять какую-либо вещь в руки, кинуть ее там куда-нибудь. Или вообще вон скинуть машину с обрыва. Но вот что я действительно хочу поругать, так это просто за огромное количество багов в игре. То есть серьезно, я вот когда играл в игру в 2011 году, я не видел такого количества багов. Причем мне попадались как визуальные баги, которых просто немерено, так и пару неприятных багов, мешающих геймплею. Просто я хочу сказать то, что все эти баги не добавляют шарму игре. И лично в моих глазах игра даже немного упала, потому что я ее помнил несколько иначе. Ладно, давайте теперь перейдем к визуальной части. Графика в игре сделана довольно мыльно. Для 2011 года игра может и выглядела довольно технологично. Но смотря сейчас на игру, больше возникает вопросов по типу «почему так мыльно в игре?». Я прекрасно понимаю то, что в игре можно отключить и размытие в движении, но почему нельзя было сразу этот параметр отрегулировать? Причем, насколько я помню, когда игра только выходила, в ней изначально было очень малое количество настроек. Вроде бы только разрешение экрана, качество графики чуть-чуть подправить, да и все в принципе. Только с патчами вроде как поправили данный нюанс. Однако у меня еще возникает вопрос, почему в игре настолько мертвые модельки? То в одной сцене это выглядит просто ужасно крипово, а в другой настолько тупо, что персонаж просто стоит и не двигается. Вот у него прям вообще нету анимации. Ну вы типа можете сказать, ну что ты там придираешься к игре 2011 года, но камон, ребят. В том же году выходил, например, Bulletstorm, и там не было таких мертвых моделек, насколько я помню. Хотя я должен признать, в некоторые моменты игра действительно впечатляет. Например, пейзажи Нью-Йорка, где мы бродим по Манхэттену. Мне просто самому лично нравится Нью-Йорк и его высотные башни. Мне прям это дико напоминает GTA 4. Или, например, сцена, где посреди Нью-Йорка отрывается целый парк, и нам надо ходить по этому парку, зависшему в воздухе. А вот к музыке приложил руку сам Ханс Циммер, и должен признать, свою работу он сделал на отлично. Оркестр звучит, ну и чё можно было ожидать от мастера своего дела. Вы могли слышать его треки из фильма «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Бэтмен от Нолана». Ну сорян, чуваки, что я знаю Ханса Циммера только по фильмам про супергероев. Вот только так он мне и запомнился. Ладно, мы вроде бы уже все просмотрели, давайте теперь плавно перейдем к вердикту. Если честно, оценивать Crysis в 2020 году довольно проблематично. В игре есть как свои плюсы, так и свои минусы. Но по большей части эта игра кажется скорее недоработанной. То есть не успели скорее всего разработчики допилить так как нужно, а сроки уже поджимали. Отсюда и проблемы с большим количеством багов в игре, довольно странной визуальной частью, но должен признать, мне в какой-то степени эта игра все-таки доставила какое-никакое удовольствие. Но стал бы я сейчас рекомендовать поиграть в эту игру? Ну, думаю, нет. Потому что я не думаю, что вы здесь найдете что-то интересное для себя. Поэтому лично от себя я ставлю этой игре 6 баллов из 10 и считаю вполне заслуженно. Кстати, там недавно анонсировали ремастер первого Crysis, и я думаю, что рано или поздно все же гляну на него. По крайней мере, освежу память, какой она была, и надеюсь, что я сделаю ролик для вас. Поэтому всем спасибо, что посмотрели данный ролик. Если он вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Не забудьте также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также не забудьте вступить на мой сервер Discord, я его там переизобрел немножечко, там ссылочка будет там все в описании. Также поделитесь этим роликом со своими друзьями и напишите в комментариях, что вы думаете о серии игр Crysis. Ну а с вами я прощаюсь, всем спасибо за просмотр и скоро увидимся.